Итак, всем доброго раннего утра, поскольку сейчас 4:30 утра. Ну, вы знаете, что я работаю до утра и допоздна, иногда сутками. Такая уж моя жизнь. Но я не жалуюсь. Мне нужно все успеть. Итак, друзья мои, наше тело, оно бренное. И сколько мы живем, столько мы болеем, лечимся. Или просто от стресса, от усталости, от напряжения у нас бывает бессонницы, не отдыхает организм, а сон, он очень полезен и нужен для организма. Без этого никуда. Нехватка сна и отдыха со временем могут привести к различным болезням, потому что во время сна организм восстанавливается. Я вам дарила множество заговоров, ритуалов для сна. И хочу подарить еще один. Потушу свечу, наверное, он неправильно горит и капает сюда, пачкает. Пускай. Для здорового сна, чтобы организм отдохнул. Есть ритуалы, которые я дарила. Если помните, да, это когда нужно включить и шум дождя, и заговор. И вы засыпаете. Вы засыпаете и через некоторое время просыпаетесь в бодром состоянии. Но на каждого действует особый метод. Невозможно всем приписать один и тот же метод для излечения бессонницы. Теперь, как вызвать сон и как изгнать бессонницу? Если вы будете делать это 5-6 дней к ряду, то есть ночей, извиняюсь, то со временем вы заметите, что бессонница уходит, и в определенное время вам хочется спать. Эти ритуалы, вот маленькие такие, но сильные ритуалы, вы можете проводить для своих детей. Если ребенок не может никак уснуть, мучается и, естественно, утром тяжело просыпается в школу, да и вообще не отдыхает. Можете провести. Если причина несерьезная, со временем это уйдет. Если, естественно, это никак не проходит, то понятно, что нужно к врачу, может быть, там что-то не в порядке. Но обычно заговорить бессонницу возможно, и после этого она уходит. Итак, я вам хочу подарить такие маленькие ритуалы, заговоры от бессонницы для начала. Итак, читайте на воду 6 раз и пьете. Либо читайте, даете ребенку пить. На обычную воду. Берете, нужно так читать, чтобы ваши губы практически касались бокала, чтобы дыхание шло туда. Если вы, конечно, не болеете и ничем не можете заразить своего ребенка. Прочитали 6 раз и выпили. И буквально минут через 10-15, самое большее, сразу засыпаете. Или засыпает ребенок. Читать так. Заря Марьяна, вода Ульяна, струя Татьяна. Меня окутайте, обнимите, бессонницу с меня снимите. Накати на меня сон угомон. Да будет так, заклято. Еще раз читаю. Заря Марьяна, вода Ульяна, струя Татьяна. Меня окутайте, обнимите, бессонницу с меня снимите. Накати на меня сон угомон. Да будет так, заклято. Угомон – это духи сна и покоя. Отсюда и это слово «угомонись». Или никак не угомониться. То есть никак угомон не придет в жизнь человека, не успокоит. Еще раз. Заря Марьяна,
вода Ульяна, струя Татьяна. Меня окутайте, обнимите, бессонницу с меня снимите. Накати на меня сон угомон. Да будет так, заклято. Персонализация природных явлений или стихии – это закон магии, когда создается ощущение сущности, то есть вот одушевляется тот или иной предмет или стихия. Так легче обратиться, создать ощущение живой материи и обратиться к этой живой материи, к воде, например, и к заре. Это первый способ. Пить воду, лечь спать. Второй способ. Нужно начитать на воду 13 раз и умыть лицо, руки, не вытирая, идти лечь. Бессонница, переполохи, гомоны. От меня уйдите, до меня не доходите. Ходите до черного кота, до деревенской прялки, до сухой осиновой палки. А от меня отвяжитесь. Истинно так. Это скорее от стресса и от такого внутреннего предчувствия нехорошего или, знаете, такое ощущение не очень приятное, которое, просто никак не дает уснуть. Мысли какие-то дурные, или шорохи, или страх какой-то внутренний. Оно полностью прекращается, человек засыпает. 13 раз на воду помыть вот так лицо, руки, не вытираясь, идти лечь. Если для ребенка точно так же 13 раз читайте на воду, помыть лицо ребенку, ручки, и не вытираясь, уложить ребенка. Минут 5-10 от силы все проходит. Успокаивается, вот этот переполохи, все это уходит. Бессонница, переполохи, гомоны. От меня уйдите, до меня не доходите. Ходите до черного кота, до деревенской прялки, до сухой осиновой палки. А от меня отвяжитесь. Истинно так, заклято. Дальше. Третье. Сейчас извиняюсь, я найду задых или астма. На самом деле задых – это более широкое такое понимание в магии, потому что не обязательно быть астматиком, чтобы задыхаться, тяжело дышать. Иногда бронхи воспаленные, хроническое воспаление бронх, иногда после тяжелой болезни легких, иногда из-за курения, различные есть причины, возникает задых, то есть плохое дыхание. Если это запустить, естественно, это уже идет астма. Хотя астматики, они чаще всего наследуют эту болезнь. Если есть у матери, у отца, у деда, неважно, у кого-нибудь в семье, бывает, что в семье рождается ребенок с проблемами дыхания. Иногда это настолько углублено, что человек может задохнуться, если у него нет лекарства от астмы. Таких случаев много, к сожалению, когда человек задыхался, не мог дышать, так и умер, не дождавшись скорую. Если у вас есть проблема с дыханием, лучше провести этот ритуал. Я давала этот ритуал не очень давно даже, могу сказать, последний раз, наверное, 1,5 года назад девушке. Она астматик, прям классический астматик, всю жизнь вот этой пшикалкой ходит, задыхается, в детстве очень сильно заболела, и после этого у нее просто бронхи не дышат. И после этого ей больше не пригодилась вот эта вот штучка, которая пшикается для того, чтобы дышать. Хотя она от страха все же с собой носит, и я говорю, что нужно носить. Но мало ли, если вдруг ослабится, там, например, заговор, то еще раз провести можно. Но пока что уже 1,5 года человек ходит без вот этой пшикалки и дышит нормально.
Но для этого нужно все правильно сделать. Вам нужно, опять же говорю, можете для себя делать. Если у вас просто тяжелое дыхание, можете это убрать от себя, и у вас бронхи откроются, у вас легкие откроются, будете хорошо дышать. Может быть, вы, знаете, такой заядлый курильщик, и у вас постоянное вот это вот состояние, то есть проблемы с дыханием, откроется. Но в этом случае надо будет повторять часто, ну, хотя бы раз в месяц, поскольку вы в любом случае все время как бы напоминаете своему организму, да, даете эту нагрузку, вам нужно повторять. Одного раза не хватит. Но если у ребенка вот астма или хронические вот бронхиальная вот эта вот воспаленность, то проведите, с первого раза обычно убирает. Можно повторить как-нибудь, как только вы чувствуете, что ослабевает. Такое может быть. Поскольку это физиология, здесь, знаете, это не снятие порчи, которую вернули и закончилось. Это все же физиология, и это несовершенство организма человека. Поэтому лучше для профилактики иногда повторять. Вам для этого нужно купить 13 яиц. Ну, естественно. Можете купить в магазине. Это не имеет никакого значения. Просто яйца. Любые. Деревенские, обычные, токийские яйца. Куриные яйца. Возьмите мешочки, 13 штук, или можете там сделать эти мешочки, сшить, или можете просто 13 платков взять с веревкой. Но удобнее, конечно, мешок, потому что так вот кинули внутрь, да, и, пожалуйста, можете привязать куда хотите. Так вот, берете яйцо, мешочек, 13 штук, и идете к разным деревьям. Желательно не в одном парке, чтобы было. Можете там, например, 5 деревьев здесь, потом в другом. Можете в лесу. Вы должны повесить яйцо на дерево. Сначала прочитать один раз. Значит, кинуть в мешок яйцо. Вот. Повесить на дерево, привязать к ветке. Еще 2 раза прочитать, отвернуться и уйти. На все 13 яиц читайте и уходите. И в этом парке не гуляйте хотя бы там месяца 2. Вы туда появляться уже не должны. Там, где это проведете. В принципе, уже буквально этот же вечер будет облегчение. Постепенно это все у вас уйдет. Вы отдадите мирозданию через живую плоть яйца, потому что это живая, да? Тут жизнь внутри. По сути, вы перекид делаете на яйцо, вешаете на деревья и уходите. Итак, читать по 3 раза. 1 раз в ладони держать яйцо. И 2 раза читать, когда вы повесили уже на дерево, на ветку. Вот так повесили, просто вот привязали. Элементарно. И все. Поэтому говорю, мешочки, они удобные. Яйцо. Ты в курицу назад не войдешь. Обратно ногами домой не придешь. Так и болезнь, задых навеки пройдет. Задыхайся, рыба, задыхайся, злая птица, задыхайся, слепой кот. А у меня болезнь, задых пройдет. Заклято. Если вы читаете ребенку своему, вы можете только своему ребенку, больше никому. Остальные сами за себя должны провести, взрослые люди. Если читаете ребенку, то говорите, так и болезнь, задых у Ванечки навеки пройдет. Своему ребенку. Итак, еще раз читаем. Яйцо. Ты в курицу назад не войдешь. Обратно ногами домой не придешь. Так и болезнь, задых навеки пройдет. Задыхайся, рыба, задыхайся, злая птица, задыхайся, слепой кот, а у меня болезнь, задых пройдет. Заклято. Этот ритуал можно применить даже при постоянной болезни, например, кашель. Есть люди, у которых, постоянная кашель, постоянная мокрота, все время у них это. И это тоже помогает избавиться навеки, потому что это тоже связано с дыхательной системой, задых. Задыхается человек, попадает там холодный воздух или вообще воздух, да, в бронхи, если они там каким-то образом воспалены или, например, клапан
сузился, закрылся, задыхается человек, кашляет все время, тяжело дышит. Тоже поможет. Еще раз говорю, 13 яиц повесить, подвесить на эти, забыла, на ветки деревьев. Значит, над каждым яйцом один раз читать, держа на ладони, потом внутрь кинуть мешка, подвесить, читать еще 2 раза и уйти. Когда полностью это все уйдет, берете 13 монет и оставляйте под любое дерево со словами «откупаюсь за исцеление». И уходите. Все, больше ничего не надо говорить. Итак, яйцо. Ты в курицу назад не войдешь, обратно ногами домой не придешь. Так и болезнь, задых навеки пройдет. Задыхайся, рыба, задыхайся, злая птица, задыхайся, слепой кот. А у меня болезнь, задых, пройдет, заклято. Я надеюсь, что я очень понятно объяснила вам, каким образом это делать. Проводите и живите здоровыми. До этого дня все мои работы вам помогали и впредь будут помогать. Главное, не лениться ради себя, подниматься и делать то, что положено. Всем удачи!